Сегодня в видео ты найдешь десятку крутых игр для своего телефона или планшета. И всем привет, братюни, сестрюни. Меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если уже в предвкушении каникул. И комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Но перед началом ролика. Мне кажется, что все привыкли к РМП и сампу, но сейчас я покажу реально новую игру в жанре РП One State. Это первая отдельная РП игра, где все сделано с нуля на своем движке. Игра реально отличается от всех игр такого жанра тем, что тут очень много разных возможностей. Огромная карта для исследований, на которой расположено несколько городов с самой разной местностью. Играйте, исследуйте и катайтесь с тысячами других игроков по всему миру с полной свободой действий, без каких-либо ограничений. И еще тут имеется голосовой чат для общения с игроками. Из машины выходим. Из машины, быстро. Вот Я чё, вышли. не получилось. Тише, не стрелять, Давай. стреляйте, все, выходим. Также есть возможность выбрать тачку на любой вкус. Все автомобили можно тюнинговать. Да и к тому же в игре можно строить карьеру, например, развивать свой бизнес или почувствовать атмосферу работы таксистом и дальнобойщиком. Игра сделана с нуля. В ней совершенно новый уровень физики и графики. One State есть как на Android, так и на iOS. Можно спокойно играть с друзьями с разных устройств. Она совершенно бесплатная, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивайте One State по ссылке в описании уже сейчас. Будем вместе играть. Для первых 100 игроков я оставлю свой промокод в подарок. Поспеши скорее забрать. Это королевская битва с элементами моба. Как известно, победа достанется лишь одному. Разнообразные виды оружия помогут занять первое место. За опыт тут можно будет улучшать своего перса, добавляя им несколько очков здоровья или увеличивая урон. Особо внимательные смогут заметить сходство с Бравл Старс. Но сходство выдает лишь графика и вид сверху. Впрочем, любителям подобных игр она точно понравится. Отдельных слов заслуживает умение зверей. К примеру, горилла может совершать мощные прыжки, которые наносит огромный урон противникам, а лев может использовать свой яростный рев, чтобы повысить свой урон на несколько секунд. Всего представлено более 10 персонажей, но каждый из них уникален. И все-таки тем, кто соскучился по играм такого формата, очень советую поиграть. Это прикольный шутер от первого лица. Здесь вы окажетесь в постапокалиптическом мире, где ведутся нескончаемые сражения за остатки полезных материалов и ресурсов. Все люди разделились на несколько фракций. Вам предстоит выбрать одну из сторон и вступить в бои. Механика здесь довольно стандартна. Вам все так же понадобится участвовать в боях, где исход будет зависеть от количества пораженных противников и захваченных баз. Карт, где будут проходить столкновения, несколько, и все они продуманы до мелочей. Участвуйте в битвах, повышайте уровень вашего героя, приобретайте новую экипировку и, конечно же, оружие. Выбор самых разных автоматов, дробовиков, пулеметов, пистолетов здесь очень большой. Также можно кастомизировать внешность бойца и оружие, покупая разные аксессуары и скины. Играйте вместе с вашими друзьями, повышайте свое мастерство и станьте одним из лучших бойцов. К особенностям игры можно отнести десятки оружия, масштабные командные битвы и несколько уникальных карт. Игрушка, вдохновленная Genshin Impact и Зельдой. В ней красочная графика, квесты и выживание в дикой природе. Выделить особенности можно следующие. Это симулятор в открытом мире. Выживание, крафтинг, приключения для нескольких игроков. Строительство, исследования. Помимо крафта жилья и экипировки вы сможете создавать кучу других предметов. От редких камней зачарования до настоящего плота для плавания по воде. Правда, чтобы открыть эти рецепты, нужно достичь определенного уровня, а также найти специальную бумагу для рецептов, которая будет выступать одним из ресурсов. Но в целом, если ты любишь покрафтить, любишь открытый мир, MMORPG, то эта игра точно тебе понравится. Можешь мне послать привет, я на тебя подписан с 2019 года. Всегда пожалуйста. Толян, привет тебе. Довольно интересная ролевая игра, что отправит жителя привычного нам мира в фэнтезийные измерения. Тем самым вы сможете использовать магию, что тут развито повсеместно, и современные технологии сродимы главному герою. Но и при этом ему предстоит приложить массу усилий для того, чтобы выжить и победить все невзгоды, что обрушится на голову этого чужака. Неплохая графика, захватывающие исследования, богатая происшествиями карта, опасные противники и многое другое ждет нас впереди, и постепенное становление нашего подопечного в крутого бойца.
Это красочный шутер, в котором вам предстоит принять участие в сражениях на арене в команде 3 на 3. Только в отличие от классических шутеров, здесь вы сможете выбрать из нескольких героев, отличающихся не только вооружением, но и разными способностями и классами. Игра отчасти напоминает ту же Overwatch, но только на нашей мобилке. В сражениях вы сможете участвовать вместе с вашими друзьями, заранее собрав команду, или же со случайными игроками. Перед боем каждый выбирает для себя одного из персов. Все они обладают своими особенностями и ролями во время боя, отчего предстоит продумывать заранее как состав команды, так и тактику. Конечно же, персонажа можно кастомизировать и прокачивать, что будет увеличивать вашу эффективность. Элементы управления неплохо оптимизированы, где скорость реакции влияет на одну из первичных ролей. К особенностям игры можно отнести мультяшная графика, возможность собрать свою команду и разные игровые режимы. Это тайтл от инди-разработчика. Действие игры происходит в небольшой квартире. Ситуация требует от вас многократного прохождения 12-минутного цикла. Только так вы сумеете разгадать тайну происходящего. По сути, главный герой находится в петле времени. Чтобы выйти из нее и переломить ситуацию, вам необходимо понять, что происходит, и найти оптимальный способ действий. Если он не был найден, то цикл повторяется, а воспоминания о происходящем сохраняет только главный герой. Сюжет же вращается вокруг прихода в квартиру полицейского, обвиняющего жену главного героя в убийстве. В ходе возникновения конфликта она гибнет, и задача становится предотвратить такой исход событий, предварительно разобравшись во всем, включая мелочи. Каждый цикл, отведенный на принятие решений, длится 12 минут реального времени, но игра далеко не так проста, и на ее полное прохождение придется затратить около 6-8 часов. Каждое решение и каждая фраза здесь имеет значение и влияет на ситуацию, поэтому следует запастись терпением. Но это очень крутая головоломка, и того точно стоит. Это у нас игрушка в атмосфере постапокалипсиса. Фанаты фильма «Безумный Макс» — это ваша тема. В этом мире можно выжить только одним способом — создать свой уникальный бронемобиль и с его помощью уничтожать вражеские машины, превращая их в груду металлолома. Игровой процесс подразумевает, где команды из 4 игроков будут биться друг с другом. Вам предоставится возможность самостоятельно собрать свою машину судного дня. Все зависит от того, какой стиль боя вы выберете. Если вы хотите идти на таран, то стоит соорудить тяжелый броневик, а для ловких манипуляций можно собрать юркий багги. Ну а для любителей универсального подхода подойдет пикап, оснащенный тяжелым вооружением, но легко передвигающийся. Большой ассортимент вооружения позволит подобрать орудие по своему вкусу, чтобы усилить свою машину. Боевая система построена таким образом, что любая часть машины может оказаться важнее всего оборудования в целом. Таким образом, можно обездвижить противника или нанести ему тяжелый урон, просто выстрелив в колесо или в двигатель. И, пожалуй, самое главное, как мы все знаем, огромное значение имеет атмосфера, а тут ее хоть отбавляй. Это уникальная игра. Здесь вас ожидает огромный мир, где все карты в основном созданы самими игроками. Каждый сможет создать свой уникальный небольшой мир, где у вас будет возможность сделать целое поселение, обустроить красивую локацию, построить дом или же придумать какую-нибудь игру, где правила устанавливаете только вы. Там вы сможете свободно общаться с остальными игроками с помощью голосового чата. Графика здесь, хотя и простая, но создана в уникальном ярком стиле, что смотрится довольно приятно. К особенностям игры можно отнести возможность играть как с VR-очками, так и без, кроссплатформенная система и удобный конструктор карт. Это крутая RPG с двухмерной графикой в фэнтезийном мире. Тут вы сможете сыграть за одного из 4 рыцарей теней, обладающих уникальными способностями. А сражаться вам придется с самыми разными противниками, победить которых будет не так уж и просто. Здесь вас ожидает только одиночная кампания, где вы сможете пройти довольно увлекательную сюжетную линию и побывать в центре захватывающей истории. Каждый уровень представляет собой определенную локацию, где вам нужно будет выполнять миссию, сражаться против противников и уничтожать главного босса. Сражение же здесь проходит очень динамично, где вам понадобится использовать все преимущества вашего героя и постоянно быть в движении. В зависимости от вашего стиля игры, вы сможете подобрать для себя наиболее подходящего героя и прокачивать его так, как вам захочется. Это
симулятор, где вы сможете почувствовать себя настоящим гонщиком и тренироваться, оттачивая свои навыки. На коптере вам придется перемещаться по разным локациям. В них размещены воздушные трассы с препятствиями. Попробуйте пройти их на время. Не заденьте ни одно ограждение. Развивайте скорость и учитесь ловко маневрировать. Сохраняйте свой процесс и соревнуйтесь с друзьями. Учитывайте физику движения и обходите все объекты на вашем пути. Такая вот прикольная игра, где можно будет полетать на коптере. Мне понравилось, поэтому советую поиграть. Но это у нас, как обычно, бонусная игра, где я решил добавить обновленный легендарный шутан с режимом Королевская битва. Здесь вас ждут невероятно эпичные схватки на больших картах, где одновременно будут биться до 120 игроков со всего мира. К тому же все битвы проходят довольно разнообразно. Ну а меня звали, как всегда, Лайт. Ставь лайк, а также можешь посмотреть вот эти крутые топы. И перед Новым годом будет еще один большой ролик. Ну а пока, всем пока-пока.